Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Именно с этих слов и началась игра. Игра, которой, как и соседу, повезло стать популярной на самом старте. Что довольно удивительно, ведь из той недоглавы, что было на самом старте, было только пару полускримеров, задания по типу «сходи туда, сделай то, возьми сюда» и одна анимация, будто из Роблокса. Но игра бомбанула, а вместе с ней бомбанули другие инди-разработчики, которым не удалось получить той же популярности. С каждым новым эпизодом игра преображалась, и не только появлялся новый контент, но и обновлялся старый. На календаре сентябрь, и всем пора в школу. А мне не надо! Мне в универ. Ну а мы посмотрим, к чему игра пришла в итоге, и разберем эту скрывающуюся под слоем чернил историю. Сначала мы... Что это? Что это? Не, я на такой не подписывался. О, теперь нормально. Мы играем за главного героя, которого зовут... Карлштейн. Нет, Генри Штейн, который был аниматором на студии Джоуи Дрю под названием Студия Джоуи Дрю. Студия начала 20 века, которая начала создавать мультфильмы с веселыми персонажами. И вот, спустя 30 лет после ухода Генри из студии, Джоуи Дрю опять приглашает его зайти туда, якобы что-то показать. Но придя туда, он обнаруживает, что все заброшено и там в помине никого не осталось. Более того, ему зачем-то понадобилось включать чернильную машину, которую создали после ухода Генри. Ведь, как мы узнаем, Генри сам был как чернильная машина и работал за нескольких аниматоров сразу. Я аниматор. Работаю 3 дня. К слову, более половины всего сюжета мы узнаем из аудиозаписи, оставленными разными сотрудниками. От уборщика до самого директора. Кстати, уборщик, на мой взгляд, тут самый прикольный персонаж. Ведь он единственный, кто понимает, что нужно делать, когда ты приходишь в проклятое место. Я свалю отсюда. Я свалю отсюда. Запустив генератор при помощи мишки, книжки и пластишки, ловим скример и бежим к выходу. Но за 30 лет Генри нарастил пузяку, и пол его не выдерживает. Пролетев метров 20 и сломав не один десяток костей, отряхиваемся и идем подрабатывать сантехником. В конце концов заходим в комнату с пентаграммой, и нас хватает приступ. Просыпаясь после бурной ночи и попрощавшись с нашими собутыльниками, которые походу не дожили до утра, встречаем единственного почти живого почти человека. Блин, так можно весь сюжет подвести к тому, что это последствия вчерашней пьянки. У Семена похмелье, у Аленки макияж слез, а Борька просто не пил. Ну а что, мы всю игру пожираем консервы с непонятно чем, непонятно какой свежести. Эта теория претендует на место в Википедии, как мне кажется. Вот, сыграй-ка веселую песенку. Открыв дверь и расслабившись об антистресс, попадаем в звукозаписывающую студию. И самое время поговорить о музыке. И она хоть и однотонная, но довольно интересная. Включив электричество, на нас начинают нападать живые кляксы. Ну а мы, пока под музыку плясать, будем всех их... Поняв через аудиозаписи, что нужно делать, мы довольно странным образом открываем тайное логово композитора Сэмми. Бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Какой-то мужик там страдает каждый раз, когда я нажимаю на эти кнопки. Пошли сделаем больно старичку.
Открыв проход, мы замечаем, что одна из клякс скоммуниздила наш вентиль. Мы возвращаем вентиль и убираем напор. Параллельно с этим, благодаря записи, мы начинаем понимать, что все сотрудники данной студии превратились в эти отвратительные рожи, а наш Генри без зазрений совести мочит своих коллег направо и налево. К слову, разработчики Соседа, пока создавали игру, добавляли разные отсылки на ютуберов. Вот и тут решили сделать так же и добавили музыку разных ютуберов из песен по Бенди. Далее, почти дойдя до выхода, нас вырубают совком? А ничего полегче не нашлось? Ты же музыкант, а не уборщик. Тебе подошла бы гитара или укулеле хотя бы. Слушай, я вообще сомневаюсь, что ты вообще музыкант. Мне кажется, что всю зарплату с работы ты тратил, пополняя баланс через steamkupico.com. А оно и неудивительно, ведь у них самая низкая комиссия на рынке. Да и пополнять очень быстро, легко, дешево, а главное безопасно. Ведь не нужно вводить свой длиннющий пароль, а потом еще бояться, что аккаунт украдут. Нужно лишь ввести логин и считай, деньги у тебя в кармане. Ну, в электронном, разумеется. Будь ты даже из Казахстана, это тоже не проблема. В Купико для такого случая встроен очень удобный калькулятор. Ну то есть все как для людей. Новичкам, зарегистрировавшихся через Telegram или ВК, уже припасены 50 бонусных рублей. А для уже зарегистрированных пользователей теперь действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. К тому же, если воспользуетесь моим промокодом, то получите снижение комиссии в 2%. Но поторопись-ка, это действие ограничено. Сёма, как мы видим от такого выгодного предложения, сошел с ума и теперь хочет принести нас в жертву демону Бенди. Но кто много болтает, тот и огребает. И мы, хватая топор и скример, прибегаем в конец второй главы, где встречаем Бориса. Кстати, мы же в самом начале запустили чернильную машину. Вот теперь всю игру мы можем наблюдать за тем, как она постепенно с нами спускается все ниже и ниже. Третья глава начинается с того, что мы просыпаемся в убежище Борьки. Только как мы сюда попали, нам никто не расскажет. Тут буквально нигде нет прохода, через который мы могли бы попасть из того места, где закончилась предыдущая глава. Лично я бы хотел увидеть теорию по этому моменту, нежели по другим. У Бобика, походу, принцип «кто гость, тот и готовит», поэтому, приготовив ему высококлассные помои, он уплетает похлебку за обе щеки и выпускает нас. И тут нам показывают, что в сортире можно прятаться от монстров. Но Борька не из трусливых. Да, ему страшно в темноте, но если есть фонарик, то он и в вентиляцию лезть не брезгует. Пройдя в комнату к истинной леди, мы можем наблюдать, что бабочка Ангелотос превратилась в гусеницу-истеричку. Я тебя вижу. Потом мы видим развилку. Налево пойдешь, друга найдешь, направо пойдешь, бабку заведешь. Ну а по сути разницы никакой нет, так как ведут они все в одну сторону. Просто в одной комнате мы узнаем, что роль на озвучивание персонажа мультика от Сьюзи переходит к Элис, а в другой мы окончательно понимаем всю большевистскую натуру Джоуи Сру. Тебе стоит лишь верить. Вера сделает тебя успешным. Вера сделает тебя состоятельным. Вера сделает тебя влиятельным. Будьте как пчела. Будьте как пчела. Пройдя чуть дальше, мы встречаем Борьку, а заодно еще один антистресс. Затем нажимаем на рычаг. А, не, сначала ловим скримера, потом рычаг и спускаемся в лифте к этой старухе. Должна сказать, я твоя фанатка. Ой, да ладно, всего 4 видео на канале, какая уж тут фанатка. По пути мы видим, на что готова пойти девушка ради красоты. Ну а что, это как в той сказке, где колдунья хотела убить свою конкурентку, так как та была красивее ее. Только в случае с Алисой ей нужен 99% населения Земли угробить, чтобы хотя бы в топ-100 войти. Я так близка к цели и практически идеально. Да уж, ЧСВ у тебя хоть отбавляй. Сейчас в нашем мире практически нет правил. Но здесь существует только одно правило. Остерегайся чернильного демона. Слушай, а куда ты мне это говоришь? Почему я тебя слышу отовсюду? Ты мне в темноте незаметно наушник вставил или что? Говорят, он слышит все. На твоем месте я бы так быстро не бегала. Никогда не знаешь, что может его привлечь. То-то я всю игру бегаю, а он только при скриптах появляется. Далее начинается долгая и нудная часть, поэтому я немного укорочу ее.
Взял разводной ключ, забрал шестеренки, сложил в ящик, взял пипетку, забрал жижу, встретил камерамена, сложил жижу, взял ванту с головоломки на уровне ФНАФа, взял батареи, побил Бориса за то, что постоянно уезжает, сложил батареи, бери хардкор, руби топор, сложил топор и отбился от полчища тварей. И после таких мучений нам наконец дают повеселиться с Томиганом. Иди сюда! Говно! Развернулись, падлы! Как оно вам? Как оно вам, черти? Упс, я забыла. Этого малыша не так просто взять. Ну что ж, может потом повезет. Но я тебе это еще припомню. И после, не могу не признать, самой пугающей части игры, мы наконец отправляемся на поверхность. Готов ко взлету, мой мальчик на побегушках. Небеса ждут. Конечно, эта недоженщина скидывает нас и забирает Бориску для опытов. И начинается, скажу честно, моя самая любимая глава. Ведь почему-то только в этой главе появились нормальные внезапные скримеры, появились интересные боссы, красноватый фильтр, который на удивление принес больше красок, ха-ха! И музыка наконец состоит не только из одной скрипки. Просыпаемся мы возле сломавшегося лифта, и спустя один скример нас знакомят с преобразователем чернил. О, угадал. Вот принцип действия. Находим мы чернила, пинаем мы чертилу. Идем туда, кладем сюда, пара штрихов, предмет готов. Пройдя дальше, мы встречаем подполье не богатых людей. И честно, при первом прохождении, когда вы всю игру видели максимум 2-3 персонажей, не считая тех бесконечных выродков, этот момент действительно поражает. Смотря на этих страдающих людей, которые просто хотят домой, так и хочется им помочь. Но потом мы будем мочить их пачками, но не суть. Чайник, походу, пошел выключать. Выйдя из вентиляции, мы находим записи чертежей Бертрума, создателя парка аттракционов, который, как и все остальные, был недоволен Джоуи Ару. Может, ты и платишь мне, мистер Дрю, но знай, что это величайшее достояние будет принадлежать мне. И только мне. После этого мы попадаем... Блин, но это же явно не тот парк, который задумывали. Парк таких масштабов невозможно было бы построить под землей. Да и кому бы захотелось спускаться на 100 метров под землю, чтобы покататься на горках. Поэтому буду считать, что это пробный вариант для работников, чтобы они оценили работу... Ой, ладно. Короче, чтобы пройти дальше, нам нужно сделать 4 вещи. Для начала поиграть в разные штуки, затем нажать на рычаг в другой комнате. И тут... Ух ты! Стелс! 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 Ничего себе! Вау! Кидаешь банку, они отвлекаются! Вот это да! В третьей комнате уже поинтереснее. Тут мы находим запись создателя парка и понимаем, что Джоуи Вру обманул его и присвоил парк себе. И ты думаешь, что можешь так просто вышвырнуть меня, втоптать в пыль и забыть? Ты думаешь, что я ушел, но я все еще здесь! И, блин, что это? То есть, как бы у игры есть намеки, и это вроде как официальный каноничный сюжет, что Джоуи промышлял чернильной магией и оживил свое творение ради большей прогрессивности в работе над мультфильмами, заодно случайно превратив своих сотрудников в дерьмодемонов. Но, блин, я не думаю, что Джоуи был полностью сумасшедшим. Тогда нафига ему нужно было превращать Бертрума в этот живой аттракцион? Чтобы тот мучился? А что он ему сделал? А я скажу, что... Парк аттракционов он ему сделал. Да, он недолюбливал его, но тот же Сэмми вообще был ходячим душнилой. Но с ним он как-то попроще обошелся. В общем, отрубив все отростки, мы переходим в последнюю комнату, где опять встречаем киномена, от которого, нажав на рычаг Кронг, попутно сбегаем в шкаф. И начинается... Fatality. Хавать, походу, пошел. Открыв наконец проход, нам дают покататься на вагонетке.
сделаем вид, что разрабы ни у кого идею не брали и сами все придумали. Алиса нам говорит, что мы вот-вот встретим Бориску, но встреча, могу сказать так, не из приятных. Борис! Нет, что она с тобой сделала? Ох уж эти главные герои игр. Могут хоть всю игру болтать, но когда их пугают или швыряют, у них всегда рот на замке. Борис, ты испугал меня до смерти. Ага. После пары ударов... После пары ударов трубой Франкенгуфи умирает. Это тебе за Томми Ган. Как и после встречи с волкодавом, мы теряем сознание. Наверное, от перевозбуждения эмоций, и очухиваемся в логове другой Алисы. То есть при жизни как бы было два актера озвучки мультяшной Алисы. Элисон, жена Тома, брутальной версии Борьки, и Сьюзи, главная истеричка. Сюзанна пыталась быть подходящей на роль Алисы, но у нее не вышло. А Лизе как-то все равно, но именно она и является настоящим ангелом. В общем, она дает нам свет мой зеркальце скажи, на соседей доложи. Том не проявляет к нам симпатии, и даже когда нужно бежать от чернильного демона, он делает вид, что не может нас выпустить. Блин, чувак, у тебя в руке, мать его, топор! Да нафиг топор, ты рукой железные двери проламываешь, алло! Найдя выход через сортир, мы садимся в лодку и пришвартовываемся рядом с... Я, пожалуй, в другом месте припаркуюсь. И после, честно говоря, самой ненапряженной погони за всю игру, мы продолжаем путь пешком к нашему старому другу! Сёма, тебя же били вроде! Или это были звуки радости? Не смотри на меня! Не подходи! Ой, да ладно, я в зеркале пострашнее людей видел. Спокойной ночи. К нам на выручку приходит Алиса, но, как оказывается, тех бедолаг держал в страхе Семен. Но когда тот сдох, они начали быковать. Типа одного лысого мужика они боялись, а других людей с таким же оружием не боятся. Так, не лезь в политику, не лезь в политику. После максимально интересной битвы мы наконец сможем пройти дальше. Генри, ты сможешь отыскать выход? Генри знает только один выход. Спустя один душный этап мы попадаем в хранилище, где мы не находим... А что мы вообще ищем, кто-нибудь знает? Как вы сюда спустились? У меня с собой веревка. Возьми на заметку. Да ждал я вас там как хатика, нифига вы не спускались. Идя вместо упокоения, во всех смыслах, мы наконец доходим до того места, куда приземляется чернильная машина. Но наши спутники дальше не пойдут. Мы не ты, Генри. Если мы пойдем, мы растворимся, как капля воды, упавшая в океан. Вот как обычно, если мы главные герои, значит нам одним все и расхлебывать, даже не зная, что и чем хлебать. Они даже не догадались дать мне оружие. Решил мозг включить? Решил мои шутки забрать? Да я тебя! Пройдя дальше, мы приходим к трону царя во дворца и слушаем запись. Посмотри, что мы сделали. Мы создали целую жизнь, Генри. Но когда билеты перестали продаваться, остались только монстры. Тени из прошлого. Но ты можешь сберечь их, Генри. Знаешь, есть одна вещь, о которой не знал Бенди. Он получил свое начало, но у всего должен быть конец. Я тебе сейчас лицо обгладаю. Начинается битва с боссом, которая является абсолютно обычной битвой, как в каждой третьей игре. Ну типа, уворачивайся от босса, чтоб тот 4 раза во что-то врезался. Да, в битве с Борисом было так же, но там хотя бы надо было создавать оружие и бить его, пока он в отключке. В конце концов мы видим конец, и Бенди помирает. То есть, пока он не знал, что концовка его мультика есть, ему было пофиг, но когда ему именно показали, что там конец, тогда он сдох. А типа, что в таком случае писалось в конце каждой серии этого мультика? Еще не конец? Почти конец? Или... После флешки нам показывает тот момент, когда спустя 30 лет мы зашли в гости к Джоуи, и когда наш Генри отправился в мастерскую. Отлично, Джоуи. Я на месте.
Давай посмотрим, на что ты просил взглянуть. Именно с этих слов и началась игра. И после них нам показывают, не могу не признать, очень классные титры. Просто обожаю, когда титры делают интересными и даже могут рассказать небольшую историю. Я забыл об этом упомянуть в обзоре на Тинтина, но эта вещь действительно классная и добавляет еще один плюс в копилку к фильму. Кто не смотрел, посмотрите. Ну а что же там с сюжетом игры? Что же стало с Генри после того, как Бенди умер? А вы что, не видели? Он же попал в квартиру Джоуи. Скажете, это просто переход для того, чтобы показать, что было до событий игры? А вы скажите это фанатам! Серьезно, что за бред? Генри попадает в бесконечный цикл? Такой сюжет вы придумали? То есть вам просто решили показать предысторию, а вы такие, ну, нам же это показали после игры, значит это происходит после игры. Не нравится наша версия? Предлагай. А мне и предлагать ничего не надо. Есть отличная теория. После титров есть вот такая фраза. Расскажи еще что-нибудь, дядя Джоуи. То есть все, что мы до этого видели, это фантазия девочки, которая представляла то, что рассказывает ей дядя Джоуи. Жил-был один творческой личности человек, который хотел создать поистине классный проект. Изначально он был за идею. Но потом, с каждым годом, он становился все более жадным, превратившись в настоящего демона. И начинал делать из отличного проекта бездушный конвейер. И вот Генри спустя 30 лет возвращается в студию, чтобы положить этому конец. Данная сцена сделана исключительно в развлекательных целях и не предназначена для какого-либо вида оскорбления кому бы то ни было. Все совпадения с реальными личностями случайны. Алекс, не бей. Классная теория. Нет, это цикл! Ну реально, этот цикл по сути уничтожает весь смысл игры напрочь. То есть мы всю игру бегали, выживали, старались, что-то делали, а нам говорят, ну, все, что ты делал, было бессмысленно, но если хочешь, можешь перепройти игру еще бесконечное количество раз. Конечно, есть примеры того, где цикличность идет только на руку, но это явно не тот случай. Протри глаза, зритель. В игре все подстроено так, что это фантазия маленькой девочки. Так же было и со FNAF. Вышла последняя, финальная, 4-я часть, которая объяснила весь сюжет, что действие игры происходит в предсмертном сне ребенка, которому откусили лобовуху. Скотт именно этот сюжет и задумывал. Но Скотт сказал, что это неверная теория. Конечно, он так скажет. Ему же хочется продолжать делать игры и зарабатывать бабки. Даже если появится какая-нибудь супер-пупер теория, которая свяжет воедино абсолютно всю франшизу и расскажет нам цельный логичный сюжет, Скотт все равно опровергнет ее и наклепает еще 5 игр, чтобы якобы все нам объяснить. Все нормально, я спокоен. Нет, я вообще не спокоен, что за Боже, я реально превращаюсь во второго Сумочкина. Подведем итоги. Игра местами хоть и нудная, но в нее стоит поиграть хотя бы ради атмосферы и музыки. Через 4 года, к слову, вышла вторая часть, Бенди и Темное Возрождение, которая называют вроде неплохой игрой. В эту игру меня не просите поиграть, я этот отстой даже с торрента не скачаю. Вторая часть вроде как является тем, что происходило в тот промежуток между уходом и возвращением Генри в студию. Но об этом как-нибудь в другой раз.